Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно лора и того, что сейчас происходит в игре. Вы просили делать сумасшедшие различные теории, давайте-ка одну из них рассмотрим, потому что, возможно, так оно и будет. Потому что что? Потому что фронтиры любят многоходовочку и ничего просто так не делают, и то, что может быть очевидно, то, чего мы все ждем, может и не произойти, а получится все наоборот. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Для тех, кто в танке, для тех, кто не в курсе, что у нас происходит в сюжете и в лоре, будут видосы в описании. Конечно же, но вкратце все же я скажу, что происходит. Вторая торговецкая война, и она ближется к завершению. Финальный бой будет в системе HIP 22460. Супероружие уже строится и так далее, и так далее, и так далее. Типа, как говорит Salivation, будут уничтожены все торгоиды в галактике. Но, зная фронтиров, они не будут уничтожать всех торгоидов, как я думаю. Это гигантский пласт контента. И, возможно, друзья, нас ждут более серьезные противники и более серьезные проблемы. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вы уж извините, но я буду повторять некоторые моменты из тех видосов, которые уже были, потому что тема действительно интересная. Давайте-ка мы откроем систему, где все это дело у нас происходит. В этой системе есть планета, на которую нам недавно запретили посадку. Там находились базы, связанные с проектом Серов и так далее. Почему запретили, собственно, туда высадку? Сейчас расскажу. Давайте-ка вникнем в суть того, что здесь написано. Работа Proteus Wave. Proteus Wave — это то самое супероружие. Основывается на источниках энергии и компонентах, созданных стражами. Усвоили, что неизбежно привлечет торгоидов в HIP 22460, но мы это знаем. Как мы знаем, они инстинктивно реагируют на большие количество артефактов стражей. У них нет иной защиты от оружия древних врагов, кроме как превентивной стрельбы по нему, пока оно еще не приведено в действие. Поэтому оборона Bright Sentinel должна стоять в приоритете, пока доставленные артефакты обрабатываются для транспортировки к месту сборки Proteus Wave. И в этом нам будут помогать поддерживающие нас независимые пилоты. Еще раз подчеркну, нам жизненно важно не подпустить врага близко во время этой фазы плана. Оружие Proteus Wave будет собрано на поверхности HIP 22460 10B. Как раз таки та самая планета, там это дело все и строится, но это не самое интересное. Его ключевой механизм планируется откалибровать для подключения к одной из сохранившихся на спутнике конструкций торгоидов. Наземные базы торгоидов. Я думаю, вы знаете, что это такое. Если не знаете, то в описании под видео будет ссылочка. Эта постройка усилит электромагнитный импульс Proteus Wave, чтобы полностью отключить все корабли торгоидов в зоне действия. Но мне кажется, все может пойти совершенно не по плану. Сейчас поясню. Если что, вот тот самый Bright Sentinel, который находится на орбите того самого спутника. И это мегашип. Рядом с ним торгоидов я что-то не замечал, но я замечал торгоидов рядом с такими кораблями, как Фарагаут и Маджестик. Это гигантские корабли Федерации и, собственно, Империи. Там прям заварушка серьезная. Прям новые торгоидские зоны конфликта. Об этом говорилось в предыдущем видосе. Смотрите, что у нас получается. Наземную базу торгоидов можно активировать. Далее вы увидите нарезки с моих предыдущих видосов, где в первом случае мы активировали ее с помощью торгоидских приблуд, и второе, где мы ее активировали и поставили туда кое-что от стражей. И вот если Proteus Wave каким-то образом подключится к данной наземной базе, то тогда, друзья, может произойти что-то страшное, потому что технологии стражей. И вот вы увидите, что технология стражей делает с наземной базой торгоидов. А учитывая, что это супероружие, масштаб будет гораздо больше, может произойти все, что угодно. Ух ты, ё, пацаны, знаете, что это? Это не просто какие-то звездочки. Это наша галактика, как я понял. Ну, вроде как она, но тут показаны системы, где находятся стражи. Они синенькие, зелененькие — это уже торгоиды. Здорово, правда? Это там прыгает. Красота. Реально красота. На превьюх пойдет. Прошу прощения за звуки того, как я делаю скрин.
Блин, ну кайф же, ребят, кайф. И она потихонечку будет двигаться, спускаться вниз и исчезнет рано или поздно. Зачем? Меня толкать надо было. Ой, вот так вообще хорошо. Там стенка, что ли? Блин, а если вообще в центр долететь попробовать? Интересно, кто-нибудь заморачивался на эту тему? В плане того, построить карту. Да что же эта камера все такая истеричная? О, там эти штуки, которые мы привезли, упали. А сейчас скоро уже исчезнет. Да, исчезает. Ну классно же. Ну классно. Вообще моща, пацаны. Ё-моё. Ругается. Ой, как ругается. Что звук такой? Что еще будет? Интересно, снаружи как это выглядит. Хотя, я думаю, вряд ли как-то. Мы же, получается, вниз эта штука фигачит. Вверх! Твою мать, сейчас же могут прилететь. Ой-о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 й. Ух ты ж. Так. Наружу. Вот, друзья, конечно, чего ожидать, это я не знаю. Может быть совершенно спокойно то, что такой вариант событий произойдет. Protoss Wave на основе технологий Стражей подключится к наземной базе Таргоидов и включится. И Таргоидская наземная база окажется не Таргоидской наземной базой, а каким-нибудь гигантским кораблем Таргоидов. Почему бы, собственно, и нет. Такой вариант тоже может быть. Либо данная волна, усиленная с помощью данной наземной базы Таргоидов, дойдет до Стражей. И оттуда вылезет, блин, я не знаю, пирамида Некронов. И начнется очередное веселье, типа Стражи у нас все вымерли, а вдруг нет. А вдруг их конструкты еще могут работать и представляют опасность. Кто у нас шарит за Вархаммер? Помните Некронов? Помните черные обелиски? И прочее. Друзья, может быть все что угодно. И я не уверен, что оружие Protoss Wave положит конец Таргоидам. Скорее всего, нас ждет какой-то капец. Причем галактических масштабов. Либо этот сигнал, который будет запущен и который в теории должен выключить корабли Таргоидов, привлечет кого-то еще. Новая раса в игре или Dangerous. Почему бы, собственно, и нет? Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментарии. Будет приятно и интересно почитать, что вы думаете. Я, друзья, искренне не верю, что Фронтир уничтожит целую расу просто вот так вот щелчком пальцев. Такого не будет. Хоть об этом им пишут в Галнете, но, скорее всего, все пойдет не по плану, и чего ждать, я правда не знаю. Может произойти все что угодно, и надеюсь, это будет грандиозно и галактического масштаба, и это всех нас удивит. Потому что что? Не забывайте про еще одну вещь. Сейчас покажу. Наши любимые новости Галнета. Помните, как мы исследовали таргоидские технологии совершенно недавно, и что-то как-то все это застопорилось и встало на месте, потому что я вот листаю уже долго-долго-долго, и что-то как-то не могу найти. Сейчас найдем. Начинается вторая фаза проекта по исследованию таргоидов. Это было 9 июня, чуть ли не месяц назад, господа. И это вторая фаза. А еще, скорее всего, будет третья. И с чем она будет связана? Фиг его знает. И когда она будет? Фиг его знает. Но, скорее всего, нам нужно будет ввести ткани таргоидов-перехватчиков, таких как Циклоп, Василиск, Медуза и Гидра. Но что это нам принесет? Гибридные корабли, гибридные модули. Не забывайте еще про проект Серов. В описании под видео тоже скину эту штуку. Если вкратце, проект Серофа
Это, друзья, то, как людей пытались подключить к торговецкому кораблю, чтобы люди могли ими управлять. Так что тут очень большая многоходовочка и не все так просто. Фронтиры так неплохо могут в сюжет. Надеюсь, и это правда. И действительно будет что-то грандиозное, и все мы с отвисшей челюстью будем наблюдать за тем, что будет происходить в данной игре. И было бы хорошо, чтобы это все происходило не только в текстовом варианте в новостях Галнета. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 700 видео по данной игре. Со временем видосов, конечно же, будет больше, потому что контента в этой игре действительно много. И пишите в комментарии, какие бы видосы, на какие темы вы бы хотели увидеть по данной игре. Плюс будут ссылочки, конечно же, еще на плейлисты по данной игрушечке. 25 плейлистов по различным темам. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И, возможно, будет новый плейлист, помимо лора и сюжета или Dangerous, сумасшедшие теории или что-нибудь такое, как-нибудь эдак его назову. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.